Здравствуйте, уважаемые зрители, с вами Санктуариус. Вы знаете, я бы сейчас смог сказать, что как-то давно на канале не было шутеров, полноценных шутеров никогда. Поэтому настало время попробовать что-то новенькое. На самом деле все гораздо проще. Когда встал выбор, какую игру проходить следующей, меня забайтили на Mass Effect пацаны из Дискорда. Тем более, что эта игра у меня есть, добыта, работает превосходно. Понятно, я перед началом, собственно, записи там чуть-чуть поиграл, чисто вспомнить хоткея. Проверим настройки. Ну, здесь, чтобы сильно громко не орало. Вот такая прикольная громкость выставлена. Здесь максимально сложные настройки. А иначе не интересно. Как бы это у меня... Многие видео на канале Лысого уже научили. Конечно, за исключением автораспределения. Понятно, что когда не сможешь выдавать персонажам вручную сделанные билды, все становится сложнее намного. Но... Welcome to Alliance Military Database. Classified information requested. Там уже и игра теряется. Вот тебе игра, чем дали. Управляй как умеешь. Меньше возможностей выбора. Establishing secure connection. Secure connection confirmed. Ну что ж. Так, что там в существующем файле? Welcome to Alliance Military Database. Classified information requested. Понятно. Establishing secure connection. Там Secure можно connection confirmed. намутить повторное прохождение, чтобы персонажа докачать до максимального уровня. Ну а... это не то. Давайте все-таки с нуля. Please log in to access your profile. И мой неповторимый стиль начинается уже с выбора имени. Потому что это единственное имя, которое персонажи неписи будут упоминать в разговоре. В любом другом случае по имени персонажа называть не будут. Логично? Логично. Warning, data corruption detected. Please reconstruct profile. Да, это немного странно, что игра сразу начинается с ошибки, но это часть сюжета. Confirm pre-service history. Так. Ваши родители состояли на службе в войсках Альянса. По мере продвижения по службе они сменили много кораблей и станций, на которых и прошло ваше детство. Ваша семья не задерживалась нигде дольше, чем на несколько лет. Следуя по стопам отца, вы добровольно поступили на службу в возрасте 18 лет. Confirm psychological profile. На протяжении вашей военной карьеры вы действуете согласно одному правилу. Задача должна быть выполнена.
Люди считают, что вам свойственны холодный расчет и жестокость. Ваша безжалостность стала причиной настороженного отношения к вам ваших сослуживцев. Но задания, которые должны выполняться любой ценой, всегда поручают именно вам. Это единственная опция из этих 6, которые я до сих пор не смотрел. Не знаю, какие там квесты. Будет какой-то сюрприз. Confirm military specialization. Здесь. Ну, вы в курсе, что у меня есть файл со спойлерами. Там вон целая таблица отведена на Mass Effect. Я ее давно описал, когда те два прохождения делал. Там у меня записано, что... Кстати, обратите внимание, нет перевода. Лол. Там у меня записано, что нужно на максимальной сложности брать класс адепта. Адепты — это специалисты с развитыми биотическими способностями. Используя особые имплантаты, они многократно усиливают возможности человеческого организма. Адепты могут поднимать и метать тяжелые предметы, накладывать мощные кинетические щиты, а также обездвиживать противников. Адепты могут носить только легкую броню, а из оружия могут пользоваться только пистолетами. Дополнительные умения, я так понял, зависят от того, какие достижения заработаны, за какие классы. Просто список достижений я открывал, чтобы не наспойлерить раньше времени. Но у меня там записано, что нужна электроника. Не помню, если честно, уже почему, но таблицу-то писал я сам. Confirm facial identification. А если я своим собственным записям не верю, то чьим же верить? Так. Тут можно как-то нарандомить. Погодите. Так. Что такое у нас тип? Ладно, для начала как сделаем? Вот так. Тип кожи. Ладно, вот так. А, их там всего 3. Ну, пусть будет центральный. Шрам в последнюю очередь. Самое забавное, конечно, что можно всю игру пробегать в шлеме, и этого не будет видно вообще. Но, если я правильно понимаю, адепт у нас бегает как маг. Так, ладно, на полнушей пока оставим. О. Вот так вообще жестко. Не, ну это уже как-то по-клоунски.
только недавно обсуждали Трис Мерихольд, рыжую, но черную. Ну, теперь можно и насчет ушей что-то сделать. Да, я понимаю, все это кажется вам муторным, но в том-то и преимущество того, что вы не на стриме. Все это дело можно промотать при желании. Мне интересно, на что способна игра. В этом смысле. Еще. Здесь ползунок надо вот так только двигать. Хотя это помогает слабо. Погодите. Сначала здесь надо посмотреть. Так. Нормально. Нормально. О. Так. Погоди. Так. О, отлично. Тут, наверное, так должно быть. Нет, что-то это как-то неестественно. Вот здесь. И если я правильно помню, у мужского персонажа нет. В принципе, косметики. На черной коже красные тени. Гениальное решение, конечно. Но это совершенно
что мне нужно. Ну и его. Отличная готическая помада. Нормальная. Да, Profile reconstruction complete. Всего-то 15 минут прошло от начала записи, а мы уже начинаем игру. Identification confirmed. Настройки. О, тут еще раз дают возможность в них полазить. Примем. И теперь наконец-то старт. Well, what about Shepard? She's a spacer, lived aboard starships most of her life. Military service runs in the family. Both her parents were in the Navy. She got most of her unit killed on Torfin. She gets the job done, no matter what the cost. Is that the kind of person we want protecting the galaxy? That's the only kind of person who can protect the galaxy. I'll make the call. В 2148 году исследователи обнаружили на Марсе останки древней цивилизации космических путешественников. В течение нескольких последующих десятилетий эти артефакты открыли тайны новых удивительных технологий, позволивших совершать полеты к самым далеким звездам. Ладно, я не рэпер. Arcturus Prime relays in range. Initiating transmission sequence. Commander. We are connected. Calculating transit mass and destination. The relay is hot, acquiring approach vector. All stations secure for transit. Green. Approach run has begun. Hitting the relay in 3, 2, 1. Thrusters. Check. Navigation. Check. Internal emission sync engaged. All systems online. Drift. Just under 1500K. 1500 is good. Your captain will be pleased. I hate that guy. Nihilus gave you a compliment. So you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy and hit a target the size of a pinhead, so that's incredible. Besides, Spectres are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid. The Council helped fund this project. They have a right to send someone to keep an eye on their investment. Yeah, that is the official story. But only an idiot believes the official story. Ну и с самого первого диалога уже можно выбрать, в принципе, линию поведения. Я, наверное, из этого секрета делать не буду. У нас Шепард будет злая. Да, вот так просто, без обиняков. Злая. That's enough. Your soldiers act like it. Sorry, Commander. Joker, status report. Just cleared the mass relay, Captain. Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance brass before we reach Eden Prime. Aye, aye, Captain.
Better brace yourself, sir. I think Nihilus is headed your way. He's already here, Lieutenant. Tell Commander Shepard to meet me in the comm room for a debriefing. You get that, Commander? Great. You pissed the captain off and now I'm gonna pay for it. Don't blame me. The captain's always in a bad mood. Only when he's talking to you, Joker. Вот. Так, о. Угу. Значит, это не та О. Вы капитан Шепард. Вы капитан 3-го ранга Шепард, старший помощник на фрегате Нормандия. Вы говорите с капитаном Андерсоном в радиорубке. Ладно, значит, английское О. Угу. Вот он, Кодекс. Roughly 1,200 years ago, the Turians were invited to join the Citadel Council to fulfill the role of galactic peacekeepers. The Turians have the largest fleet in Citadel space, and they make up the single largest portion of the Council's military forces. As their territory and influence has spread, the Turians have come to rely on the Solarians for military intelligence and the Asari for diplomacy. Despite a somewhat colonial attitude towards the rest of the galaxy, the ruling hierarchy understands they would lose more than they would gain if the other two races were ever removed. Turians come from an autocratic society that values discipline and possesses a strong sense of personal and collective honor. There is lingering animosity between Turians and humans over the First Contact War of 2157, which is known as the Relay 314 incident to the Turians. Officially, however, the two species are allies, and they enjoy civil, if cool, diplomatic relations. Ну, в общем, Кодекс — это всякая информация по лору. Сейчас я, конечно, почитаю, что тут есть. Но в дальнейшем, если Кодекс открывать, то тоже придется читать, потому что второстепенные советы не озвучены. А это время, это потеря темпа, то есть время, за которое ничего не происходит. Серии у нас с вами не резиновые, но тем не менее. 2069 год. База Армстронг в кратере Шеклтона становится первым поселением землян на Луне. Официальная церемония открытия состоялась 24 июля, ровно через 100 лет после первой высадки на Луну. 2103 год. Город Лоуэлл в каньоне Эос становится первым поселением землян на Марсе. 2137 год. Энергетическая компания Эльдфель-Эшланд демонстрирует способ извлечения гелия-3 из атмосферы Сатурна. 2142. Начинается постройка станции Гагарин, нулевой скачок, за пределами орбиты Плутона. 2148. Геологи-разведчики обнаруживают протанские руины на Земле Прометея на Марсе. 2149. Перевод протанской информации приводит землян к ретранслятору Харон. С целью координации усилий по изучению и колонизации планет за пределами Солнечной системы основан Альянс систем. 2151 год. В результате неосторожного обращения с грузом в международном космопорту Сингапура происходит выброс пылеобразного нулевого элемента. Альянс начинает постройку станции Арктур. 2152 год. Около 30% детей, рожденных в Сингапуре после выброса нулевого элемента, страдают раковыми заболеваниями. Альянс систем начинает заселение первой колонии, находящейся за пределами Солнечной системы, на планете Диметра. 2154 год. Год рождения капитана Шепард. Обратите внимание, мы выбрали женский пол, поэтому склонение отсутствует.
У Шепарда мужчины было бы капитана Шепарда. 2155. Альянс систем заселяет завершенные секции станции Арктур и устанавливает там штаб-квартиру. 2156. Некоторые дети в Сингапуре проявляют способности к телекинезу. 2157. Турианцы встречаются с исследователями-землянами. Начинается война, названная войной первого контакта. Происходит оккупация и освобождение Шанси, колонии землян. 2158. Земляне осознают потенциал биотических способностей. Предпринимается международная попытка отследить утечки нулевого элемента. Не более 10% детей, подвергнувшихся воздействию нулевого элемента, демонстрируют биотические способности различного уровня. 2160. Сформирован парламент Альянса систем. 2165. Земляне открывают посольство на цитадели. 2170. Батарианские работорговцы осуществляют нападение на Миндуар, колонию Альянса. 2176. Скиллианский блиц. Пираты и работорговцы атакуют Элизиум, столицу землян в Скиллианском пределе. 2177. Молотильщики уничтожают Акузу, колонию Альянса. 2178. В ответ на Скиллианский блиц войска Альянса уничтожают силы пиратов на планете-спутнике Тарфан. 2183. Текущая дата. Так, обучение. Ну, знаете, обучение нам все, в принципе, расскажут уже в самой игре. Я прекрасно понимаю, что если я сейчас все это начну читать, то вы точно все нажмете крестик в верхнем углу экрана. Но я почему сейчас все это читаю для себя и проматываю? Потому что я, как уже говорил, давно не играл. Даже ходки нужно так вспомнить. Первая помощь внезапно F, хотя это аптечка. Граната также внезапно R. Тактический дисплей. Вот даже в обучении оружие Шепард. Тут же упоминаются имена, которых мы в принципе еще не должны знать. Ну, ребят, у нас, напоминаю, сложность безумия. К тому же почти нет автоприцеливания. Поэтому это все желательно узнать еще до начала боя. Снаряжение это понятно. С интерфейсом инвентаря разбираться это как раз несложно.
Да, это мини-игра. Кстати, я здесь не помню, какие даже клавиши были изначально. Просто я играю на стрелочках. И End в качестве взаимодействия мне удобен, потому что тут палец недалеко двигать. Как ни странно, в шутере, в отличие от стратегий, больше одного хоткея я могу использовать. Вот. Карта... Ну, с картой вообще все понятно. Скрытые объекты... Я вообще забыл, что они есть. Вот про это, кстати, много рассказывали. Насколько упростили систему отыгрыша. Из-за того, что дружелюбные и грубые ответы сразу можно различить, в зависимости от того, по верхнему или нижнему краю их пустили. Тут нас предупреждают, что даже на Мака можно перевернуться. Но это все, конечно, еще не скоро. Явно не в этой серии. Но тем не менее. Ладно. Язык отдохнул, что там еще? Ваши родители состояли на службе в космических войсках Альянса. По мере продвижения по службе они сменили много кораблей и станций, на которых и прошло ваше детство. Не было ничего удивительного в том, что вы решили следовать по их стопам, поэтому добровольно поступили на службу, достигнув соответствующего возраста. После нескольких лет службы вы приняли участие в кампании по освобождению Скелянского предела от батарианских работорговцев и прочих криминальных элементов. Последняя битва состоялась на планете спутники Тарфан, где на глубине нескольких километров находилась база работорговцев. Численное преимущество сил Альянса было потеряно в ходе атаки подземного бункера, но вам удалось провести отряд элитных пехотинцев в сердце базы противника. Почти 3/4 вашего отряда погибло в ближнем бою. Цена, которую вы добровольно заплатили за то, чтобы ни один работорговец не ушел с Тарфана живым. The Systems Alliance is an independent supranational government representing the interests of humanity as a whole. The Alliance is responsible for the governance and defense of all extrasolar colonies and stations. The Alliance grew out of the various national space programs as a matter of practicality. Sol's planets had been explored and exploited through piecemeal national efforts. The expense of colonizing entire new solar systems could not be met by any one country. With humans knowing that alien contact was inevitable,
There was enough political will to jointly fund an international effort. Still, the alliance was often disregarded by those on Earth until the First Contact War. While the national governments dithered and bickered over who should lead the effort to liberate Shanxi, the Alliance fleet struck decisively. Post-war public approval gave the Alliance the credibility to establish its own parliament and become the galactic face of humanity. Еще одна какая-то крохотная ошибка локализации. Бывает. Так, стоп. Можно с ребятами поговорить. You probably don't want to keep the captain waiting, Commander. The captain's waiting for you in the comm room, Commander. I told you, I just saw him. He marched by like he was on a mission. He's a Spectre. They're always on a mission. And we're getting dragged, right along with him. Relax, Presley. You're gonna give yourself an ulcer. Congratulations, Commander. Looks like we had a smooth run. You heading down to see the captain? Так, нам сказали, что в левой части находятся дополнительные расспросы. По возможности будем их выбирать. Потому что персонажи интересные, может, чего еще расскажут. Sounds like you don't trust our Turian guest. Sorry, Commander. Just having a chat with Adams down at engineering. I didn't mean to cause any trouble. But you have to admit, something's odd about this mission. The whole crew feels it. You think the Alliance brass is holding out on us? If all we're supposed to do is test out the stealth system, why is Captain Anderson in charge? And then there's Nihilus. Spectres are elite operatives, top covert agents. Why send a Spectre, a Turian Spectre, on a shakedown run? It doesn't add up. You don't trust Nihilus? I don't like Turians in general. It runs in my family. My grandfather fought in the First Contact War. Lost a lot of friends when the Turians hit us. Nihilus is no ordinary Turian. You've got that right, Commander. We're an Alliance vessel, human military, but Nihilus doesn't answer to the captain like the rest of us. Spectres operate outside the normal chain of command. And they don't come along just to observe shakedown runs. Nihilus looks like he's expecting some heavy action. I don't like it. What do you know about the stealth systems? I just know it masks our location from scans and sensors. Cutting-edge technology. The Normandy's the only ship with this prototype drive. But why are we fully staffed? A skeleton crew would be cheaper. Less chance of security leaks, too. Plus, there's Nihilus. It's pretty obvious this shakedown run is just a cover. Да, обратите внимание. Здесь локализаторы оказались достаточно опытными, чтобы не переводить скелетон крю как команда скелетов. Все-таки это именно минимальный состав, с которым корабль может лететь. A full crew makes sense. We need the extra hands in case anything goes wrong. And the Spectre's just here as an observer. Well, maybe you're right, Commander, but I just can't shake this feeling that we're out here on false pretenses. Do you have a problem with the captain? No, man. But I can't figure out what he's doing here. Captain Anderson is one of the most decorated Special Forces officers in the service. If he melted down all his medals, he could make a life-size statue of himself. You don't send a soldier like that on a do-nothing mission. He's treating this shakedown run too seriously. Something big is going on. Ну... Если бы капитан несерьезно относился к миссии, он бы не стал прославленным заслуженным офицером. Разве нет? Info's on a need-to-know basis, Presley. Just follow the orders you're given. Understood, Commander. И говорить с персонажами будем обязательно. That's crazy. The captain's in charge here. He wouldn't take orders from a Spectre. Not his choice, Doc. Spectres don't answer to anyone. They can do whatever they want. Kill anyone who gets in their way. Oh, you watch too many spy vids, Jenkins. То есть сначала надо постоять, послушать, что они между собой говорят, потом уже поболтать вот так.
What do you think, Commander? We won't be staying on Eden Prime too long, will we? I'm itching for some real action. I sincerely hope you're kidding, Corporal. Your real action usually ends with me patching up crew members in the infirmary. Marines are meant to fight. You just fix us up and we're done. I know how things work, Commander. I've seen my share of combat, but it's foolish to go looking for trouble. You could both take a lesson from the captain. He's not afraid of combat, but he knows the value of restraint, too. Sorry, Doc, but this waiting's killing me. I've never been on a mission like this before, not one with a Spectre on board. Do your job, follow my orders, and there won't be any problems. Easy for you to say. You proved yourself on Torfin. Everybody knows what you can do. This is my big chance. I need to show the brass what I can do. Ну кто же такое говорит перед заданием? Это ж примета плохая. This mission isn't about personal glory, Corporal. We have a job to do. Don't do anything stupid to mess it up. Don't worry, ma'am. I'm not gonna screw this up. You're from Eden Prime, aren't you, Jenkins? What's it like? It's very peaceful, Commander. They've been real careful with development so you don't have any city noise or pollution. My parents lived on the outskirts of the colony. At night, I used to climb this big hill and stare across the fields back at the lights from the main settlement. It was gorgeous. But when I got older, I realized it was a little too calm and quiet for me. That's why I joined the Alliance. Even Paradise gets boring after a while. Any idea why Eden Prime was chosen as our destination? Not really sure, Commander. Eden Prime's one of our most stable colonies. Good place to take the Normandy for a shakedown run, I guess. No real danger there. There's gotta be something else going on. We've got a Spectre on board. That's why I'm so wound up. I can't wait for the real mission to start. What do you know about the Spectres? Only what I've heard. Spectre agents work directly for the Citadel Council. They usually work alone or in small groups. Spectres don't have any official power, though. Basically, they're a shadow organization with a mandate to preserve and protect galactic stability. Protect it at any cost. Don't forget that part. Spectres operate above the law. How do you control agents with unlimited power? I suppose the Council could revoke the Spectre status of an agent who got out of hand. At that point, Citadel Security Services would take over. Those C-Sec grunts wouldn't stand a chance. The Spectres were 20 ordinary soldiers. The Spectres police themselves. An agent goes rogue, they send another agent to take him down. That's Spectre justice. The Corporal's confusing romantic legends with reality, Commander. Why don't we have any of our own people in there? Spectres usually come from the Council races, like the Turians. We've been trying to get a human accepted into their ranks for years now. So far, it hasn't happened. Hey, Commander, you'd make a good Spectre. What you did on Torfin, that's what they're looking for. Success at any cost, ruthless efficiency, show no mercy. А почему бы и не похвастаться? Sounds like my kind of job. This is all just wild speculation. The Spectres aren't interested in recruiting humans, no matter how capable. Так. What can you tell me about Nihilus? Turians are generally well respected by the other species. Their fleet has more patrols protecting Citadel space than any other. They don't always get on well with us, though. Some people find them too rigid. Others still blame them for the First Contact War. As for Nihilus, I haven't said more than 2 words to him. He usually only speaks to the captain. I hope we get a chance to see him in action. I heard Nihilus took down an entire enemy platoon all by himself. The captain's waiting for me. Goodbye, Commander. Видите? Говорим с ребятами, нам дают экспу. А экспа это важно. Кто бы что ни говорил про скилл, но... Commander Shepard, I was hoping you'd get here first. It will give us a chance to talk. What about? I'm interested in this world we're going to, Eden Prime. I've heard it's quite beautiful. I'm a Marine, not some tourist on vacation. It's more than just a tourist destination, isn't it, Shepard? Eden Prime is a symbol of your people. A perfect little world on the edges of your territory.
Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy, but also protect them. But how safe is it really? Are you trying to scare me, Spectre? Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? I think it's about time we told the commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. Найлус знает куда больше, чем говорит. Это видно по его речам. I already figured that out. We're making a covert pickup on Eden Prime. That's why we needed the stealth systems operational. I don't like being kept in the dark, Captain. This comes down from the top, Commander. Information strictly on a need-to-know basis. A research team on Eden Prime unearthed some kind of beacon during an excavation. It was Prothean. 5 минут назад Шепард сама рассказывала, что информация предоставляется только та, которая необходима. Сейчас капитан сам ее носом в это тычет. Это здорово. I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Their legacy still remains. The mass relays, the Citadel, our ship drives. It's all based on Prothean technology. This is big, Shepard. The last time humanity made a discovery like this, it jumped our technology forward 200 years. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. We need to bring the beacon back to the Citadel for proper study. Obviously, this goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in Council space. Why didn't we keep the beacon for ourselves? You humans don't have the best reputation. Some species see you as selfish, too unpredictable, too independent, even dangerous. Sharing that beacon will improve relations with the Council. Plus, we need their scientific expertise. They know more about the Protheans than we do. The beacon's not the only reason I'm here, Shepard. Nihilus wants to see you in action, Commander. He's here to evaluate you. Since when do we answer to the Spectres? You're smart enough to know how things work, Commander. The Alliance has been pushing for this for a long time. Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, it shows how far the Alliance has come. I was impressed when I studied the reports from Torfin. A grim business, but you got the job done. That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. Why would a Turian want a human in the Spectres? Not all Turians resent humanity. Some of us see the potential of your species. We see what you have to offer to the rest of the galaxy, and to the Spectres. We are an elite group. It's rare to find an individual with the skills we seek. I don't care that you're human, Shepard. I only care that you can do the job. А если я откажусь? I don't like people making decisions about my future. This isn't about you, Shepard. Humanity needs this. We're counting on you. I need to see your skills for myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions together. You'll be in charge of the ground team. Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihilus will accompany you to observe the mission. Так. I'd like to know more about Eden Prime before we touch down. It's a peaceful farming world, but it represents something much bigger. Eden Prime is one of our oldest and most successful colonies. It proved we were ready to face the challenges of settling new worlds, to forge a place for humanity beyond Earth. It symbolizes humanity's growth and evolution as a spacefaring species. And after this, it will be known as the world where humans made a discovery of galactic importance. Опять у вас там политика, да? What do you know about the Protheans? Just what they taught us in school. They were a technologically advanced species that ruled the galaxy 50,000 years ago. Then they vanished. Nobody really knows how or why, though I've heard plenty of theories. But everyone agrees, galactic civilization wouldn't exist without them. Their citadel is the very heart of galactic society, and without their mass relays, interstellar travel would be impossible. We all owe the Protheans a great debt.
Why is this beacon so important? All advanced galactic civilization is based on Prothean technology, even yours. If we hadn't discovered those Prothean ruins buried on Mars, we'd still be stuck on Earth. That was just a small data cache. Who knows what we can learn from this beacon? What if it's a weapons archive? We can't let it fall into the wrong hands. Like who? The Attican Traverse isn't the most stable sector of Citadel space. There are plenty of raiders and criminal groups active in the region. They might figure a Prothean beacon is worth the risk of attacking an Alliance ship. Plus, Eden Prime is right on the border of the Terminus systems. Ох, как активно новыми словами и названиями игрока обсыпают. Особенно если это внимательный игрок, который дополнительные реплики не пропускает. The Attican Traverse is under Citadel protection. If the Terminus systems attack, it's an act of war. Technically, yes. But some of the species in the Terminus might be willing to start a war over this. The last thing the Council wants is to get dragged into a major conflict with the Terminus systems. We have to keep this low-key. Just give the word, Captain. We should be getting close to Eden. Captain, we got a problem. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this. Bring it up on screen. Get down! We are under attack, taking heavy casualties. I repeat, heavy casualties. We can't. Need evac. They came out of nowhere. We need. Everything cuts out after that. No comm traffic at all. Just goes dead. There's nothing. Reverse and hold at 38.5. Status report. 17 minutes out, Captain. No other Alliance ships in the area. Take us in, Joker, fast and quiet. This mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly, without drawing attention. It's our best chance to secure the beacon. Grab your gear and meet us in the cargo hold. Tell Alenko and Jenkins to suit up, Commander. You're going in. Engaging stealth systems. Somebody was doing some serious digging here, Captain. Your team's the muscle in this operation, Commander. Go in heavy and head straight for the dig site. What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. Approaching drop point 1. Nihilus, you're coming with us? I move faster on my own. Nihilus will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. I don't like putting my life in the hands of a Turian, sir. Nihilus is on our side. He wants you in the Spectres, and he wants that beacon. Ready and able, sir. The mission's yours now, Shepard. Good luck! We are approaching drop point 2. Вот так внезапно. This place got hit hard, Commander. Hostiles everywhere. Keep your guard up. What the hell are those? Gas bags. Don't worry, they're harmless. Карта. Что говорит карта? То есть понятно, что сама карта по себе ничего сказать не может. А вот игрок, взглянув на нее, может вывод какой-нибудь сделать. Например, что там что-то вкусненькое лежит.
Газовые пузыри здесь, кстати, не просто так, а чтобы игрок поучился стрелять. Теперь бы еще вспомнить, куда дальше. Oh God, what happened here? Там кто-то в кого-то стреляет. Надеюсь, это турель Альянса. Не до нас спрятаться. Ну вот, собственно, как и ожидалось. Искал подвигов, полез куда не надо. Исход закономерен. Что теперь делать? Труп есть труп. Leave him. We need to finish the mission. Aye, aye. Здесь нейтральные варианты вообще выбирать невыгодно. Кстати, напомните, пожалуйста, на какую клавишу там быстрое сохранение? F6. Все-таки сложность безумия, поэтому... Я же включал применение.
обстановка. Не обращайся. Secured. Тут уже такие враги пошли бестолковые. Ну и с этим надо что-то делать. О, уже час миссии идет. Gunnery Chief Ashley Williams of the 212. You the one in charge here, ma'am? I need a status report, now. Oh, man. We were patrolling the perimeter when the attack hit. We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. I've been fighting for my life ever since. Any idea what kind of enemy we're facing? I think they're Geth. The Geth haven't been seen outside the Veil in nearly 200 years. Why are they here now? They must have come for the beacon. The dig site is close, just over that rise. It might still be there. Так, ну-ка, здесь все нельзя оставить. Lieutenant Alenko and I will take care of this. Let me come with you, ma'am. The Geth slaughtered my unit. Give me a chance to get even. She knows the area, Commander, and we could use the extra firepower. Это так... То, что нам не помешает лишний ствол, это прикол, который уже вышел далеко за пределы Mass Effect. Как бы выбор есть, но как бы его нет. Just don't forget who's in charge. Understood, Commander. You give the orders and I'll follow them. What else do you know about the Geth? Just what I remember from history class back in school. They're synthetics, non-organic life forms with limited AI programming, created by the Quarians a few centuries ago. They were supposed to be a source of cheap labor, but ended up turning on the Quarians and drove them into exile. Well, after that, they just kind of disappeared behind the Perseus Veil. Nobody's really heard much from them since. Tell me everything you know about the beacon. They were doing some digging out here to extend the monorail and expand the colony. A few weeks ago, they unearthed some Prothean ruins, and the beacon. Suddenly, every scientific expert in the colony was interested. That's when they brought us in to secure the site. I don't know much about the beacon itself, but I heard one of the researchers say this could be the biggest scientific discovery of the century. What happened to the researchers at the dig site? I don't know.
They set up camp near the beacon. The 232 was with them. Maybe their unit fared better than mine. Have you seen a Turian Spectre around here? There aren't any Turians on Eden Prime. None that I've ever met. Not sure I'd be able to tell if one was a Spectre anyway. If you saw this guy, you'd know. Carries enough firepower to wipe out a whole platoon. Luckily, he's on our side. Sorry. Like I said, no Turians. Describe what happened leading up to the attack. We were sent out a couple of nights ago from the main colony to secure the area. Seemed like a routine patrol, until the Geth hit us. We never knew they were coming. Ну, про ученых мы уже спрашивали. Move out! Странно вышло, что вначале спокойным голосом обсуждаем колонию, гетов, турианских спектров, а потом так резко. О, move out. У нас тут вообще-то битва в разгаре. Вот. Нас автоматически кидает на экран снаряжение. Эшли у нас, я так понимаю, специализируется на штурмовухах. Можно сюда что-нибудь впихнуть. Ну, если есть, конечно. Оно есть. И раз такое дело, еще здесь нужно что-нибудь добавить. Во-первых, конечно же так. Раз уж мы решили играть за зло, нужно Да, обратите внимание. Обаяние снижает стоимость товара, устрашение увеличивает выручку от продажи. И... Так, вот они, навыки адепта. Время восстановления, защита от биотических атак. Нельзя изучить вообще ничего из оружия. Чтобы хотя бы пистолеты разблокировать, надо изучить броню. При этом адепт даже среднюю броню носить не в силах. Есть целых 6 спеллов. Есть электроника. Спрашивается, зачем я так настоятельно себе из будущего рекомендовала ее брать. Вот оказывается зачем. Электроника — это дополнительные щиты. А у адепта с живучестью, мягко говоря, не очень. Здесь. Ладно. Здесь, пожалуй, я вот так Точно именно так. Да, точно. Раз уж у меня первой помощи нет. Здесь понятно. Одно очко в регенку. Одно в оружие. Ну и парочку в броню. Вот. Ну и что ж, полагаю, на этом можно делать новое сохранение.
А то опять будете ворчать, что серия очень большая. И нет сил ее посмотреть. Создание персонажа было? Было. Стартовые ролики диалоги были? Были. Даже повоевали немного. Все. Продолжим выполнять миссию уже в следующий раз. А эта серия завершена. Всем спасибо, все свободны.